Еще одна проверенная ферма. Вход 1400 на взрослого, 1000 йен на школьников и дошкольников, и до 3 лет бесплатно. Ну, классно. В Японии выращивается очень много клубники. Ее называют итиго, и японцы гордятся своими сортами, часто создавая их специально для красивого внешнего вида, сладкого вкуса и определенной текстуры. Сезон сбора клубники сейчас подходит к концу. Мы едем на ферму за, так сказать, уже последними ягодами, чтобы успеть их попробовать и заодно поговорить о самых популярных японских сортах, которые чаще всего встречаются в продаже и на фермах для сбора. На входе нам выдали корзиночку. Вот это вот гюню паку. Это значит, у них безотходное такое производство. Они обрезали паки вот эти вот из-под молока и заклеили, чтобы сюда вот выбрасывать мусор. Вот такое поле. Здесь вот в начале уже посрывали. Клубника есть. Вчера, еще позавчера дождь был. Сегодня обещается тоже дождь, поэтому она такая вот, не знаю, какая-то недоспевшая или ой, господи, или переспевшая. Амао – самый известный сорт из Фукоки острова Кюсю. Ягоды крупные, очень сладкие, слегка приплюснутой формы. Название складывается из первых букв. А – акаи – красная, ма – маруи – круглая, о – оки – большая, у – умай – вкусная. Клубника относится к очень дорогим сортам. Следующий сорт – Точио Томе из префектуры Точиги. Чуть меньше сорта Амао, но очень ароматная и кисло-сладкая. Считается массово выращиваемым сортом. Сага Хонука из города Саги, острова Кюсю. Сладкая, мягкая, с тонкой кожицей. Считается распространенным сортом в обычных супермаркетах. Куриная хоппе или бэни хоппе из префектуры Шидзуока. Название переводится как «красные щечки» и сочетает в себе сладость с легкой кислинкой. Этот сорт прекрасно подходит для десертов. Юменока. Новый сорт из префектуры Аичи содержит сбалансированный вкус и красивые ягоды. Ойси Берри – это относительно новый сорт, в котором название обыгрывает витамин С, потому что сорт действительно содержит очень много витамина С. Акихиме тоже популярна в Шидзуока-кен, очень сладкая и мягкая, в меру кисленькая и как сорт Бэни Хоппе хорошо идет в десерты. Скайберри из префектуры Точиги с относительно крупными красивыми ягодами и сладким вкусом. Эта клубника уровня люкс относится к дорогим и предназначена в основном для подарков, а найти ее можно в дорогих супермаркетах. Такара или Хоку. Еще один японский сорт, выведенный в 1950-х годах в префектуре Хёгу. Канди, заложенные в название в буквальном смысле, складываются в длинном названии и звучит как раннеспелое скрещенное сокровище. Клубника очень ароматная, с нежной мякотью и высокой сахаристостью. Средние по размеру насыщенно-красной, удлиненной конической формы ягоды легко мнутся, плохо хранятся и транспортируются. Поэтому такой сорт лучше всего подходит для употребления сразу после сбора. На Хоккайдо клубника Такара в большинстве случаев встречается на частных фермах, а в промышленных теплицах выращиваются в основном свои более новые сорта, которые реже встречаются в других префектурах. На первый взгляд может показаться, что все перечисленные японские сорта клубники на вид выглядят одинаково, но на самом деле это не так. Если внимательнее присмотреться, то можно увидеть различия формы ягоды и лепестков, цвета, рисунка, мякоти и, конечно же, плотности и вкуса. Есть сорта с характерно выраженной кислинкой, которые отлично освежают летом, и сорта с более высокой степенью сладости, ароматом, более нежные, с тающей мякотью, которые больше подходят для десертов и употребления сразу после сбора. Все это делает японскую клубнику удивительно разнообразной и дает возможность выбирать ягоды по своему вкусу.
Ну вот она вот такая вот вся. Поле все грядки, все затянуто брезентиком, никакой грязи, ничего нету. Мы вообще вон в шлепках. А вот у них такие скобки, чтобы не улетало. Пронумерованы грядки. C1, C1, там тоже C2, здесь какие-то розовые, желтые у них наклейки, вот здесь уже какие-то розовые, а там дальше уже пошли какие-то D. Видимо, так легче собирать. Типа C3 желтая, там еще не собрано, раз пошел убрал. Ну классно. А вот где перегорожено за зеленым забором, там уже идет блуберри, там уже идет черника. Но она еще пока не спелая. Также есть и необычные сорта белой клубники, которая так и называется Широй Ичиго – белая клубника. Например, один из сортов, вроде Хацукой но Каори, что в переводе означает аромат первой любви, действительно почти полностью белый с легким розовым оттенком и в меру сладко-кислым вкусом. А белый сорт клубники Токун уже имеет аромат, напоминающий персик. Ферма, которую мы посетили в этот раз, не выращивает все вышеперечисленные сорта японской клубники. Мы нашли здесь всего 3 вида – Юкирара, Кентаро и Такара. Это мы сейчас идем вот здесь вот этот сорт, там была табличка подписана. Сорт клубники называется Юкирара. Вот такой вот Юкирара. Кентаро, мне вот это нравится, Кентаро, она покрупнее клубника. Маленький. Нет, она не маленькая, она наоборот крупная. Однако на Хоккайдо есть и другие сорта, которые выращиваются преимущественно здесь и редко встречаются в других префектурах Японии. Благодаря прохладному климату острова и особенностям почвы клубника на Хоккайдо отличается особенно насыщенным вкусом и сочной мякотью. Набрали вот столько уже. Прям мясистая такая. Многие местные фермы гордятся своими сортами и даже разрабатывают уникальные гибриды, которые можно попробовать только здесь во время сезона сбора. Фермеры собирают урожай на продажу. Вон еще. Но какие же именно сорта клубники выращивают хоккайдские фермеры? Один из самых распространенных видов клубники – кентаро. Вот этот сорт кентаро. Кентаро – это вот такой сорт. Вот он. Вот это кентаро. Это редкий местный сорт, выведенный в 2004 году. На вид клубника с крупными ярко-красными ягодами, с блестящей кожицей и плотной сочной мякотью. Имеет сладкий вкус со слабо отдающей кислинкой. Относительно новый сорт, зарегистрированный в 2019 году, Юкирара. Крупные со средней плотностью мякоти сочные ягоды с хорошим балансом сладости и кислинки. Этот гибрид был выведен из сорта Амао и разрабатывался специально для весеннего сбора, что снижает непосредственную нагрузку на фермеров, потому что позволяет собирать ягоды раньше лета, а также экономить на отоплении теплиц и давать урожай в спокойный сезон, когда меньше конкуренции за рабочие руки и больше цена на рынке. Юкирара не самый дешевый сорт, а скорее клубника, позволяющая фермерам продавать урожай в высокий ценовой период, когда ягод мало и они ценятся дороже. Пэчика Хонока Нацумидзуки – это летний сорт, зарегистрированный в 2017 году под торговым названием Нацумидзуки, что буквально переводится как «летняя свежесть». Ягоды не слишком крупные, но очень сочные, вкус умеренно сладкий. Хоккайдо также выращивает белую клубнику, которую маркетингово объединяют в одну линию всех белых сортов, культивируемых в холодных условиях острова. Ее так и называют Хоккайдо Юки Ичиго, что в переводе означает «снежная клубника Хоккайдо». Вот столько я съела, объела. Все началось нытье. Вот в чем разница между девочками и мальчиками. То, что девочка приезжает
Села на грядку и до отвала сидит, кушает, пока там дзен не словит с этой клубники, с этой ягоды. А с пацаном, когда приезжаешь, он съел 3 клубники, по грядкам поскакал, 3 клубники сорвал, все, говорит, поехали домой. Уже неинтересно. К белой линии хоккайдской клубники Юки Ичиго относится сорт Pearl White или белая жемчужина. Яркие белые ягоды с легким нежно-розовым оттенком на вид ассоциируются с недозрелой клубникой, но на самом деле имеют мягкую белую или светло-розовую внутри нежную и сочную текстуру и приятный, совсем не приторный по сравнению с некоторыми красными сортами, сладкий, без кислинки конфетно-сливочный вкус. Поэтому японцы иногда в описаниях говорят, что привкус напоминает сочетание клубники с молоком. Pearl White не ежедневная клубника. Сорт скорее выращивают как деликатес для подарков, особенно зимой на Крисмас или Новый год, а также используют в зимних сезонных десертах, шоколадном фондю и украшений пирожных и тортов. Еще одна новая разновидность белой клубники, специально выведенная в холодном климате Хоккайдо, Юки Ботан, что в переводе означает «снежный пион». Белые с легкой розоватостью ягоды напоминают лепестки пиона в снегу. Текстура мягкая, сочная и слегка прозрачная внутри. Ароматный вкус отдает тропическими сливочно-фруктовыми нотками. Некоторые японские гурманы даже улавливают легкие оттенки ананаса. Юки Ботан – это не массово-промышленный сорт, а скорее, как и Pearl White, премиум десертная ягода, которая стоит дорого, потому что урожайность ниже и сорт более прихотлив в теплицах. На фермах Хоккайдо его выращивают в ограниченных количествах для подарочных заказов и продаж в дорогих супермаркетах. Вот эта ферма из всех самая, по-моему, дешевая, потому что когда я искала в интернете, куда поехать на клубнику, во-первых, уже клубничный сезон заканчивается, а во-вторых, в этом году опять взлетели цены. Ну, то есть с 800 йен, когда мы ездили, это, господи, 2 года назад, старое мое видео, когда мы поехали за клубникой, там, по-моему, 800 йен, если я не ошибаюсь, стоил билет. Ну, в этом году, конечно, цены вообще прям кусаются. То есть за вход там есть такие вот фермы, которые по 2000 сдирают за билет, по 2 с чем-то даже. Я не знаю, что там, платиной клубника покрыта или что. Я не понимаю, почему такие цены и почему так цены разнятся. Хоккайдо выращивает и дополнительные сорта клубники. Самое длинное название сорта – Донан Ниджо-Рокуго, означающий «юг Хоккайдо». Это название региона, где находится сельскохозяйственный исследовательский центр Hokkaido Ritsu Nogyo Shikinjo или Hokkaido Agricultural Experiment Station, занимающийся селекцией клубники. Ниджо-Рокуго означает 26-ю линию селекции, дошедшую до регистрации. Гибрид Донан Ниджо-Рокуго был выведен этим исследовательским центром примерно в начале 2000-х годов на основе сортов Китео Кубо и Тойонока. Ягоды средней, чуть вытянутой конической формы, равномерного ярко-красного цвета, имеют плотную мякоть и лучше сохраняются при перевозке. Вкус сладкий с легкой кислинкой, хороший баланс для употребления в свежем виде и в десертах. При селекционировании сорт показал хорошую адаптацию к местной почве и холодам, поэтому был специально выведен для прохладного климата Хоккайдо. Отсюда хорошая устойчивость к низким температурам, к болезням корневой системы и к увяданию, что важно для северных теплиц. Это дешевый сорт, который продается на местных рынках, а также часто идет на переработку джемов, соков и десертных соусов. Хохоэми Кадзоку – это гибрид, зарегистрированный на Хоккайдо примерно в 2006 году. Название переводится как «улыбающаяся семья», подчеркивая дружелюбность фермеров. Приятный вид ягод средней конусообразной формы с насыщенно красным окрасом.
Мякоть средней плотности, не слишком твердая, что делает ее очень приятной при еде в свежем виде. Вкус выразительно мягкий, с хорошим балансом сладости и легкой кислинки. Сорт хорошо подходит как для употребления в свежем виде, так и для украшений выпечки и салатов. Это один из гибридов, который часто выращивают на семейных агротуристических фермах, где посетители собирают клубнику для употребления на месте. Сорт также хорошо адаптирован к суровым условиям хоккайдского климата и устойчив к болезням. Судзу Акане в переводе звучит как «малиновый звон». Этот сорт клубники был выведен для стабильного плодоношения в условиях короткого северного лета и зарегистрирован на Хоккайдо в 2007 году. Гибрид хорошо переносит ночные понижения температуры, устойчив к основным грибковым болезням и часто используется для прямой продажи на местных рынках Хоккайдо и для сбора посетителями на агротуристических фермах. Ягоды чуть меньше, чем у многих промышленных сортов, но очень ровной красивой формы с ярко-красной кожицей и сочной мякотью. Вкус умеренно сладкий, с заметной кислинкой, что придает особую свежесть для летнего зноя. Вот, пожалуй, самые основные и известные сорта клубники, которые были селекционированы именно на Хоккайдо и выращиваются здесь как региональные бренды. Остальные чаще всего просто обычные японские сорта, которые адаптируют в хоккайдских теплицах. В целом можно сказать, что сорта клубники, выведенные на Хоккайдо, показывают большое разнообразие и говорят о серьезном подходе местных фермеров к клубничной селекции. Здесь стараются соединить устойчивость к холодному климату с отличными вкусовыми и товарными качествами. От плотных и хорошо перевозимых летних сортов до нежных белых ягод для десертов и весенних разновидностей, которые действительно позволяют разгрузить традиционные летние сезоны и обеспечивать свежую клубнику на рынке почти круглый год. Пойдем сейчас платить, посмотрим, сколько у нас сейчас это все будет стоить. Ой, господи, блин, так неудобно. Я сегодня без стабилизатора, без ничего, как попало, вставила микрофон, поэтому sorry за звук и за качество видео. Ну вот вроде как вот, ну вот эту съесть надо. Вот это что-то безобразие какое-то. Вот это. Вкусное. Вкусное безобразие. Вот. Здесь можно портрет сделать. Это называется сама ферма. Здесь можно вот отдохнуть, если жара будет. В средний бак выбрасывать ошметки. То есть мы вон туда выкинули. А вот сюда вот стаканчики. Вот так все аккуратненько выбрасываешь. Здесь вообще вот так красивенько у них open написано, что открыто. Клубничка нарисована. И вот ичиго. Клубника, то есть. Ну, вот такой пакетик. То, что мы набрали. 160 йен за 100 грамм. Они продают, если ты набираешь с собой. У нас вышло на 1160 йен. Вот здесь вход. Сразу так и не найдешь с трассы. С трассы заезжаешь. Здесь вот можно увидеть у них цены. А здесь вот написано с 9:30 они работают до 15:30. Парковка, туалеты и раковина. Где мы сейчас и помоем руки. Куномидзува де Арайно, Тамеде, чтоб не пили с раковины. Да. Туалеты, ну-ка. Туалеты очень чистенькие такие, все. Ничем не воняет, даже так приятно пахнет. Все чисто. Очень хорошо. Ну-ка, здесь тоже. Класс. Туалетная бумага, все есть. Ну, здорово. Так что еще одна проверенная ферма в коллекции есть. Туда можно будет ездить.